Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, как сейчас мужчине с женщиной познакомиться или молодому человеку с девушкой, и наоборот, вот этот первый этап, когда улыбнулась удача, и девушка дала номер телефона. Почему я говорю, что улыбнулась? Ну, потому что действительно сейчас очень сложно познакомиться, и несмотря на то, что сейчас многие отказываются от встреч, от знакомств, вообще от противоположного пола, но тем не менее все равно интерес есть. Ну а как иначе? Ну, мы притягиваемся друг к другу, мужчина к женщине. Вот почему сейчас девушки не знакомятся на улице, тоже об этом скажу. Этот груз как-то вот, он прям вот как облако такое, да, туча такая нависла над этой темой, и мужчины в том числе, конечно, не понимают, что делать. Девушки, как принцессы, тоже ждут. С одной стороны, что с ними сейчас все будут знакомиться, а с другой стороны, ну, как, знаете, как потешить свое самолюбие, да, ну, приятно, вот кто-то проявил внимание, но идут к себе домой и остаются в гордом одиночестве. И девушка не хочет сейчас размениваться на что-то вот такое, вот как бы, по ее мнению, не стоящее, то есть она лучше подождет, или это, кстати, большая проблема именно красоток девочек, которые ждут на горизонте, как осоль, своего возлюбленного, а его все нет, и вот эта вот история с разбитого корыта золотой рыбкой, она, конечно, сразу вспоминается. Но сложность в чем? То есть девушки, которые надели на себя корону, и принцессы. Ну, во-первых, вот я хочу сказать, что я считаю, что сейчас мужчины сами виноваты, потому что вы сейчас поймете, о чем я. Вот, например, взять дзен. Вот эти полуголые девушки, или даже уже там вообще голые, где показывают там и татухи, как им там рисуют, там, извините, уже все, там только вот такие стикеры наклеены, маленькие. То есть вот просто развращение, показывают уже вообще все, что раньше было закрыто, и то, собственно, что и привлекало. И сейчас все вот в таком легком доступе, именно вот что касается посмотреть на какое-то там тело, на какую-то красивую девушку. И ну, меня вызывает вот ощущение, как будто мужчины сейчас такие голодные по этому, просто вот лайкают постоянно таких девушек. Просмотры там тоже по миллиону, по полмиллиона. И вот у меня складывается впечатление, что сейчас парни реально забились дома, им проще вот какую-то картинку посмотреть, и этого достаточно. И вот прекратите лайкать девушек, или в инстаграмах тоже. Вот если не будет обратной реакции, для чего все это делается? Тоже для реакции. То есть чем больше ценность у девушки, вот она понимает, что чем большему количеству она нравится мужчин, тем больше у нее будет повышаться планка от этого. Перестаньте лайкать и просто перестаньте это делать. Сами говорите, что сейчас девушки надели корону, ждут, когда к ним проявится, но сами возносите девушек на самом деле вот таким вот образом. Это раз. Во-вторых, конечно, девушки насмотрелись, я вот и говорю про причины сейчас такого сложного знакомства, девушки насмотрелись 50 оттенков серого, и вот этот образ такого с высокой должностью, красивого, с красивым телом парня с деньгами, естественно, который будет катать там и на вертолетах, и романтики делать, и ну, хочется всегда верить, что вот такой будет человек. Сейчас больше заточены молодые девочки на то, чтобы парень был с деньгами, и отказывают сразу, если видят. Почему девушки сейчас на улице не знакомятся и вообще где знакомятся? На улице, во-первых, девушки не знакомятся по нескольким причинам. Первая причина, как это в песне, это ты, а вторая — все твои мечты. Первая причина, на самом деле, это, конечно, девушки понимают, что там, успешные или хорошо зарабатывающие, потому что сейчас эта тема важная,
в плане денег, они ну, как бы, они больше в офисах находятся, они работают, они заняты, они очень деятельны, и поэтому у них нет времени знакомиться на улице. Это вот, ну, вообще считается, что девушка за 3 секунды может определить, как бы будет что-то с этим молодым человеком у нее или нет, то есть может ли она дать зеленый свет на это. И еще причина, конечно, девушка сразу может оценить там, по одежде, по обуви, по всему, да, его примерную зарплату, опять же, это тоже, естественно, сейчас важно. Ну и как сам парень проявляет. То есть либо он какой-то прям вот с какой-то типа самоуверенностью или с каким-то быдловатостью, которая вообще просто многих отпугивает, либо он, ну, дерзкий, да, борзый такой, либо это, ну, наоборот, какой-то очень мягкотелый, что сейчас тоже многим современным мужчинам свойственно. Ну, много, то есть бывает настроение, ну, вообще не подходящее для знакомства, или девушка сейчас вообще не хочет знакомиться. Вот тоже такая, кстати, частая история. Ну, либо девушка, естественно, занята. Ну, то есть вариант, мне кажется, сейчас, правда, в современном мире вариант улицы, оно просто отпадает. Во-первых, мы сейчас еще в небезопасном мире живем, где постоянно там везде показывают всякие, ну, всякие страшные истории, поэтому, ну, тоже не совсем как бы безопасная история в этом смысле. Ну и, конечно же, еще, кстати, причина как вариант, то есть девушка понимает, что парню типа достаточно было только просто внешне ее ценить там, и все, то есть как бы глубины нету в этом, нет девушка, ну как бы девушке хочется, чтобы ее, естественно, рассматривали просто как, ну, не только как сексуальный объект, то есть это некоторых девушек там обижает даже, и, хотя вроде как приятная история, когда ты сексуально привлекательна, но некоторых это может обижать. Еще что-то, ну парни же изначально при знакомстве, ну не смотрят же на душу, не знаю, там в глубину, какого цвета там глаза, вот только вот он там из-за глаз, он полюбил сразу ее за глаза, или там вот взгляд такой, вот он в глубину через глаза смотрит. Ну, это все можно, эти басни Крылова можно оставить. Мужчины, парни, естественно, изначально оценивают девушку просто по ее привлекательности, тянет, хочется ли ему эту девушку или нет, привлекает ли она. Не все, конечно, такие прям животные, безусловно, есть ботаны, их не берем в счет. Но в целом все равно работает природа. Когда ты просто вот, ну, тебе понравилось или не понравилось, все, вот остальное отметается. Девушка по природе, ей нужно раскрыться, ей нужно доверять, ей нужно понять. И здесь нужно еще как бы знакомство, да, распределять. То есть, если это говорится именно на один раз знакомства, если, например, 2 ключика совпали, и один ищет то же, что и другой. Если на один раз знакомство, то, наверное, девушка выберет какого-то красавчика. Ну, как-то приятнее, согласитесь, вечер провести с красивым мужчиной, нежели просто непонятно с кем, какой-то небрежной внешности и вообще, ну, в общем, так, да. Если на продолжительное, что все-таки сейчас, естественно, большинстве девушек нужно, в меньшинстве мужчинам, потому что мужчины запуганные сейчас всей ответственностью и всем тем, что девушка хочет только финансовую составляющую получить от мужчины, то девушка, конечно, здесь вот не соответствует. Девушка рассматривает мужчину для длительных отношений, а мужчина, к примеру, нет. Или мужчина вообще на начальном этапе не может понять, как он будет к девушке относиться. Как кошка, да, она вот не будет на лужу ступать, на воду, потому что она как бы изначально проверит, а можно ли, вот она аккуратненько сделает шаг, а можно ли пройти здесь, или мне надо обходить. И вот так же девушка, как бы молодой человек тоже, мужчина, не знает девушку, поэтому он не знает ее нравственные принципы. Может быть, девушка сама там накинется на него через день. Поэтому мужчина, так сказать, прощупывает почву и понимает тоже таким образом, кто перед ней.
Ну, опять же, в современные времена сейчас с девушками в этом плане попроще, то есть если касается там дела физиологии, то это вот как раз к сайту знакомств. На сайте очень легко с этим обстоят дела, но опять же аватарка может не соответствовать тому, что вы встретите. То есть на аватарке может какая-то красота быть или просто чудодейственный фотошоп поработал, а в жизни будет похуже ситуация. Поэтому, да, вот такие вот задачи, то есть для начала нужно понять, для чего вам знакомство, потом нужно понять, какую девушку вы хотите встретить, если это касается длительных отношений. Я, например, общаюсь с парнями, которые вот, ну, там, по работе, да, я общалась, которые совершенно не понимали, там, для чего им девушка, что они с ней будут делать, какая именно по качествам нужна. То есть они полностью могли охарактеризовать, прописать, какая она должна быть внешне, а вот какие у нее там, не знаю, ценности, душевность какая-то, духовность ее и так далее. То есть об этом или не задумывались вообще, или совершенно даже не понимали, да, что в принципе с девушкой можно и разговаривать, и еще что-то делать, кроме одного. Поэтому тоже это нужно понимать. Также нужно себя объективно оценивать с кем вы хотите познакомиться, если это, грубо говоря, какая-нибудь там, понятно, с голливудской звездой вы, наверное, никогда в жизни не познакомитесь. Но если это будет, хотя бывают случаи, если, например, тоже говорить о какой-то там, может быть, девушки в Инстаграме, которые, не знаю, там себя как-то продвигает, да, и какой-нибудь там просто Леша с соседнего подъезда с протертыми штанами, ей там 1 000 000 лайков поставили уже, а Леша просто парень. Вот. И конечно, сейчас в современном мире вот это вот за душу полюбить, мы живем в материальном мире, поэтому тоже вот объявляю меркантильности, да, а дальше как вы жить будете, если вы познакомились с такой девушкой, красоткой, каким-то чудом там пошли на первое свидание, а дальше вы как будете вот ей соответствовать и как, вот поддерживать даже уровень просто этой девушки финансовый, да, если у вас там зарплата в 30 000 рублей, а она привыкла ходить в какие-то элитные места. Вот поэтому рыли, то есть надо реально смотреть на вещи. Я понимаю, да, вообще так устроено, что мужчины, вот они должны первые подходить, и это сейчас в современном тоже обществе возмущает многих мужчин, а почему все так устроено? Потому что все равно вот эти вот, хотя сейчас девушки активные, но вот эта нравственность все равно, она пока еще в сознании сидит, она осталась, что девушка, она не должна, как легкодоступно себя вести. И некоторые девушки тоже ждут, что вот молодой человек сейчас вот будет такой вот, там, не знаю, стратег, или он так все классно вот сделает, да, а молодой человек, у него нет какого-то большого опыта в общении с девушкой, и поэтому от этого может возникать какая-то застенчивость, может какой-то вот тоже ступор быть на этом моменте, когда молодой человек не знает, как нужно для девушки, у него просто опыта такого не было. А девушки опять же ждут, да, и вот здесь вот несоответствие происходит. Я хотела, чтобы так, а он не так. Или, например, мужчина или молодой человек был долго в браке, как-то тоже легко завязалась встреча с своей женой, а потом вот этот вот долгий разрыв, как, знаете, вы на работу из декрета там выходите, и ваш мир просто, мир вокруг, он у вас один был, а ты приходишь, и там уже и работа другая, и люди другие, все изменилось, и тебе нужно приспосабливаться и адаптироваться теперь к такой реальности.
То есть в этом тоже причина такая вот уже пропасть. Можно познакомиться, выйдя мусор выносить, встретить, ну, это, конечно, не очень романтичная, но это, конечно, не очень романтичная история, я бы так не хотела, но, с другой стороны, кто знает, откуда вы, вот, как-то может просто само собой завязаться разговор, и чем более, мне кажется, самодостаточный сам человек, тем меньше он будет искать что-то вот в другом человеке, и как раз здесь вот история, когда две половинки встречаются, то есть они должны быть цельными, но для того, чтобы эти две половинки встретились, один должен быть цельный, он не должен ходить вот с такой вот черной дырой здесь, вот называемая пустота, он тоже должен наполняться чем-то, развиваться, идти куда-то, заниматься собой. И это тоже нужно понимать для того, чтобы удачно потом сложились отношения. И надо, кстати, сказать, что многие счастливые отношения сложились вот когда люди ничего не ждали. На самом деле это как-то неожиданно очень произошло. Вот не было вот этого планомерного такого в голове, в какой-то цели, что вот сейчас, сегодня, или мне нужно в течение 3 месяцев обязательно. В общем, вот такое вот видео, и у нас завтра праздник. Поздравляю всех, если кто будет смотреть из женщин, девушек, поздравляю вас с праздником и желаю хороших выходных. До новых встреч, пока!